Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей, чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей? Мы рассказываем на нашем основном канале про нас, ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Когда Гарольд Клаус объявил, что он, его новая жена Тина и их маленькая дочка Холли Мари покидают свой дом во Флориде, чтобы строить дома в Хьюстоне и заработать больше денег в конце 70-х годов, жизнь молодого человека казалась многообещающей, как считала его мать Донна Казасанта. Джуниор, как она его называла, вырос в Нью-Смирне, пляжном городке в Центральной Флориде. Он был хорошим учеником, получал приличные оценки. У него была склонность заботиться о людях, говорила Казасанта, вспоминая однажды, когда его сестры ворвались после школы, негодующие по поводу того, что он подобрал автостопщика по дороге домой. Но иногда он был склонен к неверным решениям, рассказывала Дебби Брукс, его старшая сестра. В середине 70-х он сбежал и присоединился к секте и начал баловаться наркотиками. Только когда он вернулся из того злоключения, он встретил Тину Гейл Лин, сестру своего зятя. Он начал работать плотником на строительных предприятиях по всей Новой Смирне и ее окрестностям. Вскоре он полностью увлекся Тиной. Донна Казасандра не понимала, насколько это серьезно, пока сын не вошел в их дом с новостью. Накануне они поженились в здании суда. Вскоре у них родилась Холли. На семейных фотографиях того времени изображена улыбающаяся молодая пара, обнимающая малыша. У Гарольда была лохматая разгильдяйская стрижка и трехдневная щетина, а у Тины были длинные светлые каштановые волосы и спокойные глаза. Взяв на себя ответственность за семью, Гарольд сказал маме, что подумывает о переезде в Техас. Начальство хотело нанять его на полный рабочий день в Хьюстоне на хорошо оплачиваемую работу. «Я смогу лучше позаботиться о Тине и ребенке», — вспоминала слова сына женщина. Казасанта согласилась ему одолжить и в конечном итоге купить ее машину. Он упаковал вещи семьи в машину, и они направились на запад. Гарольд в последующие месяцы писал матери письма, но к октябрю 1980 года письма прекратились. Молодая пара больше не выходила на связь, и в следующем году их объявили пропавшими без вести. Несколько месяцев спустя Казасанте позвонила группа людей и сказала, что машина Гарольда находится у них, и они привезут ее ей из Калифорнии за $1000. «Это странно», — подумала женщина. Она согласилась заплатить деньги. После этого поговорила с полицией, которая покровительствовала ресторану, где она работала. Вместе с машиной появились 3 женщины, одетые в целиком белые, как будто религиозные одежды. Одной на вид было около 30 лет, 2 других казались моложе. Та из них, что называла себя сестрой Сьюзан, утверждала, что Гарольд стал членом культа и решил уйти от своей прежней жизни, начав все с чистого листа. Женщины объясняли сбитой с толку Казасанте: «Ваш сын все равно не хочет никаких контактов с вами и ни с кем из семьи. Они сейчас с нами, и он не будет с вами разговаривать». По ее словам, женщина испугалась, но была полна решимости искать и искать дальше. «Мы и вправду преимущественно считали, что они присоединились к этой религиозной группе и не хотели вступать с нами в контакт», рассказывал в СМИ Лес Лин, брат Тины Клаус. Январским днем 1981 года в северном округе Харрис, в квартале возле Уоллисвилл-Роуд, из леса выбежала собака. В пасти она держала человеческую руку. Эта ужасная находка привела полицию к телам 2 человек. Молодого мужчины, забитого до смерти, и женщины, которая умерла после того, как ее задушили.
Судя по останкам, эти два человека были мертвы уже пару месяцев. Оба были ростом от 160 до 170 сантиметров и имели красивые зубы, как установил судебно-медицинский эксперт в 2011 году. Пара зеленых спортивных шорт и окровавленное полотенце были найдены брошенными рядом с их телами. Их личности были загадкой. В то время медицинские следователи наняли художника-пастелиста, чтобы тот создал наброски на основе фотографий трупов и нескольких других неопознанных тел, имена которых пыталась установить полиция. «Этот шаг был, вероятно, нашим последним шансом», сказал тогда ныне покойный медицинский следователь Сесил Уинга. Но их усилия были бесплодны. Во Флориде месяцы превращались в годы. Казасанта и другие родственники пары ждали и недоумевали. Сначала они вздрагивали каждый раз, когда звонил телефон, задаваясь вопросом, есть ли в звонке какие-то новости. Каждый раз, когда Дебби Брукс шла по магазинам, она наблюдала за людьми вокруг нее, задаваясь вопросом, не может ли быть один из них Гарольдом. Когда она ездила по дороге, проезжая мимо мужчин, похожих на ее брата, она ловила себя на мыслях, что это и вправду может быть он. Спустя 5 лет, когда информации по-прежнему не было, они обратились в администрацию социального обеспечения и в армию спасения. Они позаботились о том, чтобы имена пары были в ежегодных списках пропавших без вести. Годы растянулись на десятилетия. Власти округа Харрис эксгумировали тела в июле 2011 года, чтобы извлечь из них ДНК, что является одной из самых продуктивных практик для закрытия дел, которые все еще оставались открытыми, но были заморожены несколько десятилетий назад. Следователи надеялись установить, связаны ли они между собой, но это все равно не принесло подвижек в деле. Дело оставалось без изменений до конца 2021 года, когда сотрудники Identifinders International, калифорнийской организации, которая занимается генетической генеалогией для правоохранительных органов, связались с Институтом судебной медицины округа Харрис и попросили проверить останки. Останки были в хорошем состоянии, и у следователей было много материала для работы, поясняла Мисти Гиллис, одна из следователей организации, которые работали над этим делом. Они загрузили информацию на gedmatch.com, генеалогический сайт, который позволяет пользователям делиться своей генетической информацией с правоохранительными органами по всей стране. Вскоре им удалось связать ДНК Гарольда Клауса с ДНК его близких родственников, живущих в Кентукки. Ей потребовалось 10 дней, чтобы установить личность человека, имя которого было безымянным в течение 40 лет. Она начала искать контактную информацию кузенов и других родственников Клауса, пытаясь выяснить, верна ли ее догадка. Прорыв в деле был последним из растущего числа нераскрытых дел, которые разрешались с помощью новой генеалогической проверки. В последние годы миллионы людей загрузили свою ДНК на сайты генеалогического тестирования. Информация на сайтах помогала людям связаться с давно потерянными родственниками и узнать об их происхождении. Отслеживание генеалогии становится все более популярным инструментом среди следователей по расследованию убийств, пытающихся закрыть давно совершенное убийство, особенно после того, как полиция Калифорнии использовала такие методы для идентификации убийцы из Золотого Штата, бывшего полицейского, который стал серийным убийцей, ответственным за убийство в США по меньшей мере 13 человек и изнасилование 50 женщин в период с 1973 по 1986 год. Метод расследования помог закрыть как минимум 40 дел за последние годы. Генеалогия не только помогает властям идентифицировать останки неизвестных жертв, таких как Клаус и Лин, но также может помочь семьям найти пропавших без вести детей, исчезнувших несколько десятилетий назад. Во Флориде Дебби Брукс слушала по телефону, как Гиллис и ее коллега Элисон Пикок сообщали новости. Следователи полагают, что они опознали ее брата. Она узнала, что они все еще пытаются опознать тело женщины, которую нашли вместе с Гарольдом. По телефону Дебби переваривала новости. «Женщина, вероятно, была Тиной», — сказала она, объяснив, что брат был женат.
Пикок использовала эту информацию, чтобы отследить записи о браке во Флориде, где они смогли найти имя Тины Лин, а затем связаться с ее родственниками, ДНК которых подтвердил ее личность. Когда Казасанта наконец узнала о судьбе своего сына, эта новость ответила на вопрос, который мучил ее десятилетиями, но принес новую острую боль. «Я окончательно потеряла его», — говорила она. «Я продолжала молиться, чтобы Бог показал мне, что случилось и где он умер, но я не знаю, зачем кому-то хотеть навредить моему сыну и его жене. Мы очень тяжело это восприняли». Лес вспомнил волнение своей младшей сестры, когда она вышла замуж и покинула дом, в котором она выросла. Она была взволнована, не зная, что принесет будущее, вспоминал он. Это только сделало новость более душераздирающей. Он чувствовал растерянность и вину. Кто мог бы причинить такое насилие его сестре и ее мужу? Тем временем у Дебби Брукс был только один вопрос. Как насчет их ребенка? Она рассказала Пикок и Гиллис, что Тина родила дочь вскоре после того, как молодая пара поженилась. Малышка Холли Мари была совсем младенцем, когда пара пропала без вести. На нескольких фотографиях того времени изображен малыш с короткими волосами, который только учился ходить. То, что ее тело не было найдено с останками, вызвало еще больше вопросов. Жива ли она? Если да, то тот, кто ее забрал, вероятно, имел информацию о смерти ее родителей или даже был ответственен за это. Если ребенок все еще жив, ей уже должно было исполниться 42 года, хотя она, вероятно, ничего не знает о своей истинной личности, о своем дне рождения, своих родителях, их смерти или о десятках родственников, которые задаются вопросом, что с ней случилось. По словам экспертов, это, вероятно, создаст серьезные проблемы для следователей. По словам Фила Уотерса, бывшего детектива по расследованию убийств в полиции Хьюстона, их наилучшие надежды, скорее всего, связаны с поиском совпадений в генеалогической базе данных, или если ребенок вдруг совершил преступление, и его ДНК была добавлена в федеральные базы данных судебно-медицинской экспертизы. Казасанта радовалась тому, что наконец-то знает, что случилось с ее сыном. «Мы можем упокоить его. Мы знаем, что он ушел, и она ушла. И я знаю, что они оба на небесах», — сказала она. Но женщина все еще думала о Холли и надеялась ее разыскать. В июне 2022 года недостающие кусочки головоломки начали собираться воедино, когда власти Техаса пролили некоторый свет на то, что могло стать с Бэби Холли после убийства ее родителей. Первый помощник генерального прокурора Брент Вебстер подтвердил, что младенец был оставлен в церкви в Юме, штат Аризона, двумя женщинами, которые заявили, что являются частью кочевой религиозной группы. Вебстер заявил, они были в белых одеждах и босиком. Женщины рассказали, что они нашли ребенка в прачечной самообслуживании. Описание таинственных женщин провели четкую линию прямо к культу семьи Христа, группе, которую один эксперт по культам назвал одним из самых разрушительных культов в современной истории. В июне 2022 года Донна Казасанта получила звонок, о котором она молилась половину своей жизни. Звонок по поводу Холли Мари. С помощью новейших технологий ДНК и записей происхождения удалось выяснить настоящую личность Холли и выследить ее. Оказалось, что Холли Мари жива и здорова, и сейчас 42-летняя Холли Миллер, мать 5 детей, счастливо живет в Оклахоме после того, как семья усыновила ее в младенчестве. Следователи из офиса генерального прокурора Техаса пришли на работу Холли и рассказали ей, кто она такая. Через несколько часов Холли, ее бабушка, тети и дяди встретились во время громкого звонка в Zoom. Это было 7 июня, в день, когда ее отцу исполнилось бы 63 года. Найти Холли — это подарок небес на день рождения, поскольку мы нашли ее в день рождения Джуниора, ликовала Донна Казасанта. Впервые за 42 года я смогла прийти домой и лечь спать в ту ночь и фактически проспала всю ночь. Я не спала ни одной ночи за 42 года, и это правда. Выяснилось, что тогда, в давнем прошлом, спасая девочку от трагической участи ее родителей, ее взяли к себе пастор и его жена, которые удочерили ее и дали ей хорошую жизнь. Тетя Холли Дебби Брукс рассказывала, они как раз думали об усыновлении, а потом внезапно этот ребенок практически упал на их порог. Официальные лица не обнародовали название кочевой религиозной группы, которая оставила Холли в церкви,
Но описание белых мантий и отсутствие обуви заставило некоторых поверить в то, что Гарольд и Тина были связаны с культом семьи Христа, организацией, которая не приветствует детей в своих рядах. Рик Росс, эксперт по культам, который в прошлом работал с ФБР, приходил к выводу: нет никаких других групп, которые носили бы белые одежды и ходили босиком, кроме семьи Христа. И местность тоже сходится, сроки также совпадают. Во главе с Чарльзом Макхью, или молниеносным Аминь, как его знали его последователи, семья Христа путешествовала между Калифорнией, Аризоном, Техасом и Нью-Мексико в конце 70-х и начале 80-х, и много раз была замечена в Юме в 80-х. Семья Христа, согласно ее названию, предположительно была основана на Библии, но настоящая правда о группе заключается в том, что она была основана на толковании, сделанном ее лидером, пояснял Росс. Этот лидер сказал своим последователям, что он представитель Бога, и заставил их отказаться от своего материального имущества и стать вегетарианцами. Аминь был известен тем, что искажал смысл отдельных писаний, отдельных стихов, чтобы манипулировать и контролировать своих последователей, объяснил Росс. Очень плохой человек, психопат, навредил многим людям. Группа просто разрывала свои семьи. Возможно, самым тревожным разоблачением культа было их пренебрежение к младенцам и детям, поскольку они считались лишним багажом, который просто не вписывался в их кочевой образ жизни. Семья Гарольда признает, что в молодом человеке была черта сумасбродства. Он всегда искал приключений и жил спонтанно и на грани. Если Гарольд и его новая жена Тина действительно были вовлечены в семью Христа все эти годы назад, возможно, им приказали отказаться от своей девочки, чтобы соответствовать критериям культа. Учитывая все факторы, связанные с этим странным случаем, Росс сформулировал убедительную теорию о том, как молодая пара оказалась мертвой и похороненной в Хьюстонском лесу. Я считаю, что Клаусы решили, что не хотят продолжать работу в группе. Возможно, они также были свидетелями незаконной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков группой. Поэтому в тот же момент они были убиты. И я не думаю, что есть какое-либо основание не связывать эти убийства с семьей Христа. Другой эксперт по культам, доктор Стивен Хассан, добавляет, что семья Христа была единственным культом, соответствующим данным описаниям. Обнаружение Холли в целости и сохранности стало светом в конце туннеля для скорбящей матери Гарольда Казасанты после многих лет убеждений себя никогда не терять надежды на поиски пропавшего внука. В ноябре прошлого года Холли и ее бабушка наконец встретились лично вместе с тетями Холли, Дебби Брукс и Тесс Уэлч. Когда Холли впервые обняла их, она сказала им: «Спасибо вам за все ваши молитвы. Бог хранил меня в безопасности и защищал все эти годы, и я просто хотела, чтобы вы это знали». Ошеломленная Казасанта делилась со СМИ. Она очень похожа на свою мать. У нее мягкий голос матери. Путешествие по выяснению ее истинной личностью было горько-сладким для Холли. «Я так чудесно благословлена тем, что у меня есть любящая, верная семья. Мое сердце переполнено радостью и печалью», — сказала она ABC News. «Рада познакомиться с семьей моих родителей, которые молились и искали меня. Грусть из-за потери моих родителей и времени, которое мы могли бы провести вместе». Ныне несуществующий культ семьи Христа распался, когда его лидер был пойман полицией за серию преступлений. В 1987 году Амена посадили в тюрьму на 5 лет за хранение и перевозку метамфетамина для продажи. В 2001 году его снова арестовали и признали виновным в том, что он приставал к подростку младше 18 лет. 9 лет спустя он умер в возрасте 73 лет. Расследование убийств биологических родителей Холли продолжается. Нам нужно знать, так это кто и почему? Почему, понимаете? Какова была причина их убийства? Не унималась Дебби Брукс. 2 головоломки в этом гигантском ребусе теперь были решены, но открытия только зародили новые вопросы. Кем были те люди, которые отвезли Холли в Оклахому? Действительно ли Тина и Дин вступили в секту? Кем были те женщины, которые пытались продать Казасанте ее машину? Знали ли они что-нибудь об убийствах Тины и Дина? Ну и кто же убил пару? Как пара, живущая недалеко от Далласа, оказалась в лесу недалеко от Хьюстона? А вы, друзья, что думаете по этому поводу? Делитесь вашим мнением об этом запутанном деле в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления
И как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь? Когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологичной личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов.